Друзья, доброе утро, начинаем. Сегодня 11 марта 2019 года, 8:30 утра, еженедельная встреча Додо Пиццы. Привет, Сыктывкар, привет, Москва-1, привет, Москва-2, привет, Ханчжоу, Брайтон и все Додо города, которых становится все больше и больше с каждым днем. Меня зовут Кирилл Воропаев. В Додо Пицце я занимаюсь финансами и еще развитием Додо Пиццы в Европе и в Африке. И сегодня я расскажу про результаты работы сети за февраль. Но начнем мы, как всегда, с видео. Поехали. Был вариант экономический и юридический. Ну, это такая история, когда ты еще сам не знаешь, чем ты хочешь заниматься, и родители говорят, экономически 100% тебе пригодится в жизни. Я успела поработать по специальности год в банке. Честно, оформляла кредиты, продавала страховки. Что ожидала, то и получила. Просто я через год поняла, что это не то, чем я хочу заниматься всю жизнь. Это меня не драйвит, и ничего я от этого положительного не получаю. Я прям реально кайфанула от работы в пиццерии, потому что ты работаешь, выкладываешься, ты понимаешь, что именно тебя вообще результат всего этого действия зависит. Гость сразу, по сути, показывает свою реакцию, радуется, кушает, пробует. И это прям было мега круто, и на контрасте с банком это прям я влюбилась. Через месяц моей работы был конкурс, как улучшить и что можно улучшить в пиццериях. У меня была куча идей, я выбрала 3 из них, по-моему, или 2, сделала презентацию, в итоге выиграла этот конкурс. Как все знают, там всего было 2 участника, было сложно не выиграть. Ну и потом мне сказали, что да, мы тебя берем, но только когда построим офис в Сыктывкаре. Его очень быстро, оказывается, построили, я в августе уже пришла в офис. Мятная пицца придумалась, запустилась и вывелась. В принципе, как и все пиццы сезонного меню. Это была самая крутая пицца в плане инсайтов и в плане нашего опыта, потому что это был первый вообще продукт без мяса сезонный. От нас очень долго просили какого-то обновления меню пицц без мяса, и мы запустили ее. Мы сделали крутую рекламную кампанию, сделали крутые макеты, первый раз забрендировали и оформили фасад, сделали радиоролик, и много-много чего сделали, чего раньше не делали. Рассылки первые, кстати, были про мятную пиццу. Аленький цветочек. Прекрасная моя роль зверя. Там, соответственно, чудовище превращается в прекрасного принца. Почему-то чудовище и эту сложную партию с огромной маской, это все в мехах, прыгать и бороться с ведьмой должна была девочка, а потом зверь умирает в кустах, и оттуда выходит прекрасный мальчик-принц, который в конец балета просто так стоит. И я была этим зверем, с такой маской, которая дралась с ведьмой. Я даже получила лауреат. Я недавно подумала, что у меня нет хобби, и, видимо, упоролась, и теперь я не понимаю, как всем этим успевать заниматься. Сейчас я учусь гончарному делу, я развиваю фудблог опять свой. У меня вчера было первое занятие по фейс-фитнесу. Там или жирафик. Это вся фигня. Следующая традиционная приятная часть еженедельной встречи – новички компании. Павел Шапкин. Павел будет заниматься дизайном мобильного приложения. Ранее Павел достаточно длительное время работал в компании Willy. Поднимите руки, кто пользовался когда-либо услугами Willy. Теперь мы знаем, кто любит себя побаловать у нас в компании. Willy — это премиальный сервис вызова такси, исключительно с люксовыми автомобилями. Это российская компания, которая очень успешно растет, и в том числе международно, в первую очередь в Лондоне, Великобритании. Павел знает все о велосипедах. В данный момент у Павла их 6 штук и своя веломастерская. Так что организаторы велотура в майские праздники, обязательно берите Павла с собой. Вам нужны такие люди в команде. Добро пожаловать, Павел. Влада Васильева присоединяется к команде продукта в роли менеджера R&D. Влада не совсем новый человек для Додо Пиццы. Более года Влада проработала в рознице,
в пиццериях сначала Владимира Горецкого, затем в нашей корпоративной розничной сети, в том числе и на позиции управляющей пиццерии. Влада почти 5 лет прожила в Австралии и мечтает когда-либо вернуться в эту страну, но в этот раз непременно вместе с Додо Пиццей. Добро пожаловать, Влада. Сергей Васильев присоединяется в роли проектного менеджера строительства в стартап-команду. У Сергея очень богатый опыт в сфере строительства. Сергей очень любит Италию, все, что связано с Италией. Добро пожаловать, Сергей. Ключевые новости, самые интересные события февраля. Традиционная викторина. Друзья, что это за город? Как вы думаете? Туапсе? Нет. 12-я страна появилась на Додо-карте в феврале. Это прекрасная маленькая страна Словения. Открылась пиццерия в городе Любляна. Ренат сегодня более подробно вам расскажет о запуске этой пиццерии. Поздравляем партнера Тона Овчинникова. Всего в феврале открылось 10 пиццерий, но также в этом месяце с нашего счетчика пропало целых 3 пиццерии. Это всем вам уже известный Сыктывкар 6, пиццерия Ханчжоу 1 и пиццерия в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. Эта пиццерия примечательна тем, что она успела как открыться, так и закрыться в течение одного календарного месяца. То есть она и в плюс 10, и в минус 3 находится. Чистым итогом мы приросли на 7 пиццерий за этот месяц и закончили его с 454 точками. По выручке февраль принес нам 1 миллиард 450 миллионов выручки по всей сети. Традиционно февраль немного ниже декабря и января, как минимум потому, что он короче на 3 календарных дня. Но по отношению к февралю 2018 года выручка выросла на 78%. И этот результат выше ожиданий, как минимум выше моих ожиданий, в том числе благодаря тому, что праздники оказались гораздо мощнее, чем мы ожидали, и об этом мы еще сегодня поговорим. Переходим непосредственно к российской сети и к метрике Like-for-Like, которая является одной из важнейших для этого рынка. Метрика Like-for-Like, напомню, показывает, как изменилась выручка сопоставимых ресторанов к аналогичному периоду год назад. То есть мы берем точки, которым в феврале 2019 года было старше 2 лет, и смотрим, как именно эти точки приросли к февралю 2018 года. И этот прирост составил 20%. И интересно понаблюдать за динамикой like-for-like в течение последнего года. Был пик в мае-июне, связанный с первой ФРК и с чемпионатом мира по футболу. Дальше эта метрика естественным образом снижалась, но примечательно, что в декабре она достигла низшей точки в 19% и дальше показывает хоть и совсем небольшой, но рост. И это эффект как и федеральной рекламной кампании, так и многих других проектов, которые предпринимаются в нашей компании. Стоит отметить, что 20% рост like-for-like для любой более-менее крупной международной сети общественного питания – это очень высокие результаты. Если нам удастся сохранить его еще как можно дольше, это будет выдающийся результат. По-другому посмотреть на эту метрику можно следующим образом. Возьмем все рестораны старше 1 года. В феврале 2018 года таких у нас в сети было 150 точек, именно в российской сети. Средняя выручка на одну такую точку составляла 3,2 миллиона рублей. В феврале 2019 года таких точек уже 263 штуки, и средняя выручка на точку 3,6 миллиона рублей. Это рост на 14%. Чем примечателен февраль? В феврале начинается самый высокий, самый горячий сезон для доставки еды в России, в том числе и для нас, Додо Пицца, как крупнейшего игрока на рынке доставки еды. И этот высокий сезон, он характеризуется 3, это золотая тройка праздников. 14 февраля, 23 февраля и 8 марта.
Поговорим про каждый из этих праздников в отдельности. 14 февраля, День Святого Валентина. В 2018 году выручка российской сети 33 миллиона 120 тысяч рублей на одну точку. И в этом году мы выросли почти в 2 раза по выручке сети, и на 30% выросла выручка одной точки в этот праздник. Это прекрасный результат. Интересен День Святого Валентина в этом году был тем, что мы попытались запустить акцию, специально рассчитанную под этот праздник, акция на самовывоз «Половина пиццы в подарок». Это прекрасная акция по своей результативности, но проблема оказалась в том, что мы и партнеры не совсем оказались готовы к той популярности, которую получила эта акция. Это была акция на самовывоз, и самовывозом, как мы знаем, наш клиентский опыт еще не на таком уровне находится, как в других каналах продаж. И мы получили достаточно много обратной связи от партнеров о том, что им было тяжело справляться в этот день с объемом заказов, в том числе и по этой акции. Это была такая первая ласточка трудностей, с которыми мы столкнулись в этот праздник. Что же дальше? Дальше наступил 23 февраля, и здесь мы посмотрим не только на сам 23 февраля, но на 2 дня. Предпраздничный день 22 февраля и сам праздничный день 23 февраля. Год назад выручка сети 95 миллионов рублей, 350 тысяч за 2 дня заработала средняя точка. В этом году 181 миллион рублей, 460 тысяч за 2 дня в среднем на одну точку, рост на 32%. Ну и все мы знаем, что эти дни, особенно предпраздничный день, 22 февраля, нелегко дался нам и нашим партнерам, и, к сожалению, многим нашим клиентам. Вот такие результаты в интерфейсе менеджера смены можно было увидеть утром 22 февраля. 359 отложенных заказов. Это еще не предел. Это скриншот из пиццерии Санкт-Петербург-01 на Лиговском проспекте. Естественно, справляться с таким потоком заказов было тяжело, и очень многие клиенты получили свои пиццы, свои заказы с большим опозданием и получили много негативного опыта. Мы оперативно признали проблему и начали работать с тем, чтобы вернуть клиентов и не повторить ошибки в следующий праздник 8 марта. И таким образом запустился кросс-командный, кросс-функциональный проект, который назывался 0803 «Подготовка к следующему празднику 8 марта». Бизнес-девелоперы помогали партнерам подготовиться, составляли чек-листы. Команда маркетинга экспериментировала с включением, отключением акций и промо к празднику. И до ДС команда разработчиков и продакт-менеджеров приняла решение оперативно выкатить некоторые изменения по управлению отложенными заказами. Важно отметить, что пока мы занимаемся принимаем системные меры, чтобы решить эту проблему, важно также и делать вещи, которые не масштабируются, да, с личным участием, чтобы помочь сети, помочь клиентам. Отличный пример в этом плане показал Денис Гринев и его ростовская сеть. Денис и его команда, управляющие, лично на неделе после 22 февраля развозили подарочные пиццы бесплатно всем клиентам, которые пострадали 22 февраля, лично приносил извинения. Это отличный пример тому, как нужно реагировать на подобные ситуации. Давайте поаплодируем Денису и его команде. Ну и вопрос логичный. Получилось ли у нас пройти 8 марта лучше, чем 23 февраля? Ну, друзья, я рассказываю только про результаты февраля, поэтому ждите следующего месяца. Ну, я думаю, ребята детально расскажут на одной из еженедельных встреч, но давайте просто посмотрим на результаты 7-8 марта. Год назад 108 миллионов рублей, 390 тысяч рублей выручки на одну точку за 2 дня.
В этом году 189 миллионов рублей, 476 тысяч рублей выручки на одну точку. Плюс 22%. Мы видим, что эта метрика чуть ниже, чем 22%, чуть ниже, чем на 23 февраля. Вероятно, сказалось то, что мы отключили некоторые акции, некоторые продвижения. Хорошо ли это, плохо? Делать выводы рано. Возможно, это и была одна из наших целей, чуть уменьшить нагрузку на пиццерии, чтобы те клиенты, которые сделали заказ, гарантированно получили качественный сервис. Я уверен, что ребята из проектной команды 0803 расскажут обо всех результатах, которые им удалось достичь. Небольшой тизер. 22 февраля в 4 утра Антона Савченкова разбудил оператор из пиццерии Южно-Сахалинска, и так Антон начал свой день. Дальше ждите продолжения от Антона. Ну и нельзя не поделиться красивой цифрой. Впервые в истории российской сети дневная выручка превысила 100 миллионов рублей в день 8 марта. 102 миллиона рублей. Ну и еще несколько небольших, но важных новостей из мира Додо Пиццы. Команда DoDS, продакт-менеджеров DoDS, запускает школу продакт-менеджеров Додо Пиццы. Это прекрасная возможность познакомиться поближе с Додо Пиццей и узнать побольше о одной из самых горячих профессий последних лет и будущих лет, я уверен. Все, кому интересна эта возможность, читайте пост Саши Черного в Фейсбуке, пишите ему. И не могу не поделиться. Последний раз я рассказывал о результатах сети в мае 2018 года. И тогда я рассказал о том, что мы согласовали помещение в Москва-Сити. И вот, наконец-то, прошло 10 месяцев, эта пиццерия начала осуществлять доставку. Все наши друзья, фолловеры, все, кто работают в Москва-Сити или живут в Москва-Сити, обязательно тестируйте, присылайте нам свою обратную связь. И поздравляем команду Ильи Литвиненко с запуском этой сложной пиццерии. Надеемся, что уверены даже, что у него все сложится в этом непростом, но очень перспективном помещении. Ну и совсем кратко про финансовые результаты января. Вы знаете, финансовые результаты с небольшой задержкой выходят. Франчайзинг. Наша EBITDA управляющей компании в франчайзинге 9 миллионов рублей. Вы видите, она на более-менее ровном уровне находится последние уже 10 месяцев. Растет наша выручка, растут роялти, но примерно таким же темпом растут наши расходы. Вы видите, мы уже не вмещаемся здесь, сняли второй офис, и мы, в принципе, так и планируем EBITDA управляющей компании поддерживать на положительном, но не самом высоком уровне, потому что мы хотим максимально инвестировать всю выручку в развитие команды, развитие продукта. И результаты розничной сети. Почти весь год розничная сеть работает около нуля, потому что открывает новые пиццерии немного тянут результаты вниз, и также увеличивается управляющая команда, чтобы обеспечить качественный рост до 50 пиццерий в течение следующих 3 лет. В январе розничная сеть сработала минус 2 миллиона рублей. На этом все. Передаю слово Насте Шибановой.